Да вы очумели, Ира, ну не смешно, а вообще грустно. Ах да, привет тебе, зритель. Нет, это не противоударная колонка. Force Plus здесь так, для воды и мебели. Хотя воды и правда не боится, а пинаю я ее исключительно потому, что Transmart слегка обманщики. Cube 165 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня я с прискорбием заявляю, что обозревать я буду самую позорную колонку, которая была у меня за всю историю моего канала. И это не от того, что у нее плохой звук или заявленная водозащита IPX7 оказалась обманом. Она действительно не боится воды, а вот то, что производитель в этот раз соврал про мощность и автономность, подорвав тем самым к себе доверие, это факт. Так что кто купит ее не по моей ссылке, а на Алиэкспрессе, с легкостью можете открывать спор и вскрывать эту радость на видео. Но как всегда на моем канале, кратко, быстро и емко 20 фактов о портативной колонке Transmart Force Plus. Первая упаковка пусть и немного хромает и точно не дотягивает до премиум сегмента, но однозначно самобытная и точно обеспечит сохранность вашей колонки при пересылке. Второе, для тех, кто не подписан, подписываемся. На канале стабильно каждые 2 недели среди подписчиков рандомно разыгрывается Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition. Полные условия акции в описании к видео. Разных цветов у колонки нет. Черный, только черный. Третье, при старте продаж она стоит около 4000 рублей. И это не так много, как может показаться, учитывая, что она может выдерживать. В долларах, соответственно, она выходит около 60 баксов. Четвертое, живет колонка на 4 часа меньше, чем заявлено при работе от Bluetooth. У меня вышло около 11 часов на 80% громкости, а обещали все 15. И это учитывая, что она еще и новая. Не особо хорошо получается, да, Transmart? Пятое, в комплекте всего 2 кабеля. Один ауксовский на 3,5 мм. И как вы понимаете, ее можно использовать, соответственно, и через этот вход. Не обязательно только по голубому зубу. Второй кабель Type-C. Шестое, и это очень отрадно, заряжается колонка по кабелю со входом в саму колонку Type-C. Наконец, не нужно смотреть, какой стороной вставляешь кабель во вход. Седьмое, в колонке есть еще и модуль NFC, благодаря которому можно сопрягать смартфон с колонкой буквально одним прикосновением. Восьмое, ее можно заряжать быстрой зарядкой при 5 вольтах на 2 амперах. И это хорошо. Девятое, колонка имеет 2 динамика по 10 ватт. И это видно при разборке. Хотя производитель обещает за счет усилителей на плате на выходе 40 ватт. По ощущениям больше 20 здесь нет. Не было и, конечно же, не будет. При том, что в стандартных форсах стоят динамики по 20 ватт каждый. Вот такой обман. Десятое, Transmart Element Force Plus имеет дизайн в форме кирпича. Спереди находится 2 низкочастотных динамика, закрытых решеткой с надписью Transmart. Решетку фиксирует рамка из Soft Touch пластика. Корпус самой колонки под рамкой полностью прорезинен. Как вы видите, разбирается колонка довольно просто. Края у нее скошены под углом 45 градусов. 11, у колонки есть 3 индикатора работы колонки. Слева направо. Первый индикатор, самый левый индикатор, это True Wireless Sound. Показывает включение данной функции и активацию ее для работы колонок в паре. Второй отвечает за состояние колонки. Мигает или горит только синим цветом. В зависимости от того, мигает и какой период мигания, или он горит или не горит, можно определить, подключен ли он на данный момент к устройству или нет. Если колонка подключена, то он будет гореть синим цветом, не мигая. И если огонек мигает синим цветом, колонка находится в состоянии поиска устройства. Третий индикатор отвечает за состояние эквалайзеров. 12, встроенный эквалайзер с 3 разными режимами. Tri-Bass Effect, 3D стерео, Extra Bass и стандарт. Разница есть, но по моим ощущениям чище и лучше всего колонка играет в стандартном режиме. Проще, если индикатор не горит, режим Extra Bass. Зеленый индикатор, режим 3D стерео. Белый, режим стандарт. 13, сделать полный сброс колонки очень просто. Достаточно нажать на кнопку M и удерживать ее 5 секунд. Затем колонка забудет все устройства, с которыми до этого находилась в паре и к которым она теперь автоматически подключается. Остальные 3 клавиши нужны для переключения музыки и увеличения или уменьшения громкости. Также можно даже перематывать музыку. Клавиши приятные, отклик у них хороший. Люблю, когда все механически, пусть даже дешево и сердито. 14. Если колонка подключена к любому из источников по голубому зубу, другие девайсы видеть ее не будут. Голубой зуб в версии 4.2 и ловит колонка свободно через 2 стены, а в открытом пространстве на все 30 метров. Хоть здесь Transmart не обманули. 15. В комплекте с колонкой идет еще и шнурок. Довольно убогий, но длинный шнурок. Его
Его можно привязать к угловому креплению на колонке, которое довольно крепко прикручено к самому корпусу колонки. Все мои тесты крепления прошло на ура. 16-я колонка может воспроизводить музыку с флешки, как обещано, но либо она не читает именно мой тип карт, либо мне попался брак, но мне запустить ее с флешки не удалось. Печально, но факт. Если вы мой подписчик, вы ведь в курсе, как мне не везет с техникой. И нет, дело не в моих краш-тестах, я еще до них пытался ее запустить, но мне это не удалось. 17-я, конечно, в колонке есть микрофон и громкая связь. Для ответа на звонок, как и для отклонения звонка, можно пользоваться кнопками на самой колонке. Ответить — это нажать на кнопку play-пауза, сбросить — это удерживать кнопку play-пауза на 2 секунды. Громкая связь здесь не на высоте, микрофон в колонке довольно посредственный, и собеседник будет вас слышать плохо. 18-я габариты и вес стандартный для такого типа колонок. Весит она, кстати, 661 грамм без шнурка. 19-я колонка не боится только воды. Ударов она боится однозначно. Конечно, на максимальной громкости слышны хрипы, но на 90% громкости в квартире вы ее перекричать не сможете точно. И, как я уже говорил, собеседник на громкой связи будет вас слышать не очень. 20-я, не вводитесь в заблуждение. Надпись Force здесь только для красоты. Ну и, конечно, нет никакой подсветки, только индикаторы. На креплении немного похабно выглядит шов, так как и довольно убого выглядит коробка и шнурок в комплекте. Звук хуже, чем у моей JZ22. Связь не теряет. Резюмировать я хочу тем, что это, по моему мнению, великолепная колонка для пляжного отдыха, но не без недостатков. Как всегда, я к ним отнесу обман покупателя в плане мощности и автономности колонки. Напоминаю, что здесь есть честные 20 Вт и не больше. Играть она будет не дольше 11 часов. Мне даже нет смысла вскрывать ее до аккумулятора и делать подсчеты по ее потреблению. На YouTube уже многие это делали, и логично, что если она при тесте новая не может отработать больше 11 часов, аккум там стоит не заявленный, это точно. Я, как всегда, ее просто протестил и точка. Найти колонку пока сложно, на момент издания ролика она есть только по моей ссылке для покупки. То, что продает на Али, версия без плюса. Под водой играет колонка без проблем, а вот противоударной функции у нее нет. Кратко, теперь вы знаете о ней основное, для того, чтобы принять решение самостоятельно. По мне, у колонки не хватает при звучании низов. Для долбилки она то самое. Кто не подписан, подписываемся. На канале минимум 3 обзора в неделю и розыгрыш за подписку, лайк и коммент к любому видео каждые 2 недели. Фитнес-браслет Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition в розыгрыше. Не забывайте открывать подписки. Следующий обзор на ультрабюджетные беспроводные наушники QCY. Я был в шоке от них, притом в хорошем шоке. Всего они стоят 7 баксов. Если есть вопросы, пишите. Добавляйтесь в ВКонтакт, Facebook, Instagram и Telegram. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.